Женя, привет еще Привет. раз. Мы сегодня с тобой встречаемся в твоем, получается, городе, да, в Лас-Вегасе. Город, как говорится, и грехов, и не грехов. Все сюда едут, чтобы получить какую-то свою порцию эмоций, да, ощущений от жизни и так далее. Почему я сегодня решил с тобой сделать интервью? Я на своем канале стараюсь собирать людей, которые, наверное, более глубже поняли какие-то элементарные вещи в нашей жизни и получили опыт, который незаменим. И поделиться таким опытом считаю полезным для каждого и услышать то, что может помочь другим осознать какие-то элементарные вещи, да, как устроен мир, с чем его можно отождествлять. Но давай немножко поговорим о тебе, представим тебя, расскажи про свою, наверное, может быть, не только творческую, но и вообще, может быть, бизнес-карьеру, почему ты в Лас-Вегасе живешь и вообще откуда ты? Я, наверное, вкратце, потому что Да. если я подробно буду все рассказывать, нам здесь часов 15 не хватит. Родился я в России. В 12 лет моя семья эмигрировала в Израиль, когда мне было 12. То есть я там жил с 12 до 22, прослужил 3 года в армии, занимался профессиональным волейболом, играл за сборную Израиля в волейболе в Суперлиге, закончил там бизнес-школу. Думал, что я уже все знаю, мне в этом мире, так сказать, все понятно. Решил поехать в Америку за американской мечтой, так как еще, живя в Челябинске, посмотрел фильм «Один дома» и понял, а что так можно было? Какую часть? Первую или вторую? Первую часть посмотрел, и мне там рассказывали, что мы такие крутые, у нас все так круто, а тут я смотрю, что-то у нас не все так круто. И я просто помню эти мысли, мне там было, реально, там, лет 9, наверное. И вот с тех пор я хотел переехать в Америку. Вот когда была такая возможность после израильской армии, приехал сюда и получил, конечно, по морде сразу. Потому что здесь, реально сложно было первое время, тем более там без языка, там вообще все по-другому. Все, что учил в бизнес-школе, это вообще было не то, не так. И, потихоньку, помаленьку, так сказать, не сдаваясь, работая 18 часов в сутки, открыл свою первую компанию вместе с своей женой. И компания называется, торговая марка CYB, это сеть магазинов в Лас-Вегасе. А как она расшифровывается? Никак. Просто типа как Cyber Technology, типа Cyb. Да. И такая вот торговая марка, я там думал над этим, и там адвокат посоветовал. Вот, и как-то это прилипло, и с тех пор вот открывал магазины, и все под одной торговой марки. В общей сложности было, наверное, около 30 магазинов у меня за все время. Это майки и вот эти кепки, которые с LED, да? Да, вот эти загораются, которые от музыки, Это LED-панели, там кепки, там LED-бэк сейчас, там все, мы уже сейчас на LED переключились. Вот это была основная компания. В пике нашем у нас оборот был 7,4 миллиона в год. Были там взлеты, падения, как у всех. Были там в одно время 16 магазинов, в другое время там 5 магазинов. Короче, вот так вот, такие качели в этом бизнесе. И вот буквально недавно я посмотрел передачу одной женщины, не помню ее фамилию, очень известная, это бизнес-вумен в Ютубе. И она говорит 5 бизнесов, которые типа самый большой процент, что они прогорят в первый там год, или там, которых никогда ни в коем случае нельзя открывать. И там чуть ли не первый, это мой бизнес. Я думаю, что имеется в виду? Как форма покупки из Китая, потом или производства, или в чем была загвоздка того, что это может быть не загвоздка в том, что прибыльно? очень много чего может пойти не так. То есть у тебя огромные аренды, у тебя очень сложно найти, тебе очень сложно найти квалифицированных сотрудников, которые могли бы все это классно продать, приподнять. То есть им нужно платить большие суммы. У тебя очень большой overhead, минимальный
как это чтобы выйти на ноль. Короче, очень большая растрата. Да, До да. того, как ты сделал первый доллар, Да. все должно работать просто идеально, как швейцарские часы. И по этой причине большинство людей, кто заходит в такой тип бизнеса, они очень быстро прогорают, банкротятся, там, вылетают. Вот. Ну, я подумал, блин, как круто, если у меня получилось, что я больше 10 лет этот бизнес кормил мою семью, то значит и в других направлениях у меня, наверное, все получится. Вот полгода назад, чуть больше полгода назад занялся серьезно машинами, потому что мне это очень нравится, это вообще кайфовая тема. Аренды машин, сотрудничество с селебрити, делать такие всякие крупные туры. Мы хотим брать группу людей через определенных селебов и делать там 5-7 дней тур по там, Америке или какой-то определенный маршрут выработать, останавливаясь в разных местах. И таким образом проводить круто время с интересными людьми и с их фанатами. Ты вкладываешь сейчас пока свои деньги или уже инвесторов подтянул? До сегодняшнего момента вкладывал свои деньги. Вот сейчас у нас есть инвестор, который вроде как бы подтвердил уже, одобрил нам инвестиции в 2 миллиона. Так что у нас будет достаточно денег закупить нормальный этот автопарк. Но мне одобряли инвесторы еще до этого. Я придерживаюсь такого мнения, что пока деньги у меня не на счету, они у меня не на счету. Поэтому я пока строю свою стратегию из того, что у меня есть на сегодняшний день. То, что у меня будет через 2 недели, это будет через 2 недели. А то, что у меня есть сейчас, моя стратегия пока делать то, что я делаю, сдавать машины, делать туры, развиваться там, и вот будет инвестиция, круто. Не будет, не будет, значит что-то другое, более крутое подойдет. Но получается, что привлечь, допустим, даже 2 миллиона инвестиций, это нужно иметь какую-то репутацию, да, здесь в Лас-Вегасе, не просто выходишь в онлайн, пишешь, что у меня идея такая, давайте на Кикстартере сейчас соберем денег. То есть, наверное, есть какая-то база данных инвесторов, да, или кто может посоветовать. Там, допустим, вот мы с Женей хотим работать, вот у него хорошие выстреливающие проекты там и так далее. Ну а если как бы нету даже такой возможности, да, показать какой-то свой бэкграунд, наверное, в Америке так не получится просто по инвестиции подтянуть. На самом деле все проще, чем это кажется на первый взгляд. Репутация, соответственно, это просто все. Я бы свою репутацию не продал ни за какие деньги. Это важнее денег, так как есть репутация, есть инвестиции, это все правильно. Но даже если вот люди начинают с нуля, у них нет репутации, нет денег, самое главное показать какой-то результат и показать свои дальнейшие планы. Это самое важное, потому что если просто показывать план, вот у меня красивая преза, вот у меня там, вот я там послезавтра буду делать миллионы, это, конечно, прикольно, но 95% потенциальных инвесторов это сразу нет. То есть это оттолкнет. А если у тебя уже рабочая компания, у тебя уже есть какой-то оборот, какая-то прибыль, то есть ты показываешь, вот я сейчас здесь, вот мои клиенты, вот мой сайт, вот мои отзывы. Да, я маленький, да, у меня там маленький оборот, маленькая прибыль, но я уже существую. Вот мне дайте вот столько-то денег, и вот что я сделаю с вашими деньгами, вот получится вот такой результат. Вот тогда открываются двери, тогда это становится интересным не только инвесторам, это становится интересно банкам, это становится интересным фондам, инвесторам. То есть нужно показать какой-то промежуточный результат и показать, что ты сделаешь вот с того, что есть сейчас, на тот момент, как ты получишь эти деньги. Вот это так работает. А чтобы начать, много денег не нужно обычно. Берется, если у кого-то есть кредитная история, там берется маленький там займ, что-то начинается, сайт, social media, туда-сюда пару отзывов, это уже более-менее достаточно для того, чтобы раскрутиться. Я не верю в то, что нужно крупную какую-то инвестицию привлекать вот в начале проекта. Почему? А если это не работает? А если это плохая идея? А если у тебя нету того, что нужно для того, чтобы как бы достичь результата? Я на самом деле только сейчас так думаю.
я обжегся очень сильно на всяких проектах, потерял, наверное, больше $2 миллионов своих личных денег, которые инвестировал в стартапы, чего я делать никогда больше не буду. И, к сожалению, вот разные бизнесмены, которые достигли какого-то уровня, они говорят плюс-минус то же самое. То есть, да, есть какие-то инвесторы, которые вливаются в стартапы, но они вливаются в стартапы тех людей, у которых были уже экзиты до этого, или есть какой-то бэкграунд, который уже есть какой-то определенный результат, что они достигли, тогда да. Но я был глупым в этой всей сфере, мне там лапшу на уши навешали, я туда закинул 200 тысяч, туда 300, и все сгорело, вот просто сгорело все. Каждый проект, что я заходил, он просто умирал. И причина, почему я это делал, ну, как сейчас я смотрю, думаю, блин, это реально как бы тупизм, что я натворил. Но причина, почему это произошло, потому что у этих людей не было никаких успехов до меня. То есть у них были красивые презы, у них были шикарные планы, но у них не было промежуточного вот этого успеха, не было каких-то промежуточных результатов. И, короче, вот как-то так. То есть ты вкладывал на уровне презы, да? Да. То есть даже не смотрел, что происходит с людьми, с компаниями, да? Ну, компании как таковой еще не было. Была преза, была шикарная, какие-то золотые горы, и как все, как мы сейчас будем все зарабатывать, сколько денег мы... Но нет, я имею в виду бэкграунд людей проверить там. Ну, бэкграунд я сильно не проверял, очень доверчивый был. Мне казалось, что они очень красиво все разговаривали, очень красиво мне все это продавали, а я очень классно все это покупал, чего больше не произойдет. Притом не выстрелил ни один проект такой. А как думаешь вообще, с чем это связано? Вот если брать, может быть, кармически это или какой-то твой собственный урок, или тебя просто жизнь учит? Я думаю, что это мой личный опыт. Я беру ответственность 100% на себя. Я думаю, что никто не виноват, кроме меня в этом. Мне, видимо, надо было как-то усмирить мое эго. И я, потому что преуспел в своем бизнесе, преуспел там еще в пару проектах и думал, что все, я уже понял, как это работает, я вот сейчас здесь деньги раскидаю, просто все сейчас взлетит, я буду ходить и собирать эти свои доли там просто отовсюду. Но так это не работает, к сожалению. Да. Я знаю, вот Яна, твою жену, прекрасный человек, занимается гипнозом, да, в основном, то есть это ее прям выбор в жизни, да, наверное, как-то предназначение, да, больше. Но она прошла курсы гипнотерапии, гипноз, там НЛП, но она сейчас это не практикует. У нее было пару клиентов, она реально помогла людям, прям вытащила их из тяжелых ситуаций. Но для нее как она мне объяснила, тратится огромное количество ее собственной энергии. И, как правило, люди не ценят, то есть того, что она делала. То есть не то, что совсем не ценят, но, допустим, результат, который она давала своим клиентам, он был, на мой взгляд, со стороны, вот чисто как посмотреть, был просто фантастический. И, как правило, люди после этого как-то берут все плюсы на себя, типа это вот он все. Мои заслуги, а здесь как такового влияния там не было ничего. И так как ей это реально было сложно, то есть она просто тратила огромное количество своей энергии, она больше это не практикует. То есть в семье, да, меня она может загипнотизировать, но клиентов она больше не берет, она занимается сейчас развитием витаминов. У нее своя компания, она открыла, ей это нравится, витамины реально крутые, все балдеют, она получает реально крутой фидбэк от клиентов, которые там люди со слезами, что это лучшее, что они попробовали за свою жизнь, и вот это ее вдохновляет. Она уже больше это не делает это чисто ради денег, она чисто делает это для того, чтобы, что у нее есть обратная связь от клиента, что реально ее витамины помогают людям, поэтому вот она сейчас туда ушла полностью. А как ты вообще относишься вот к таким вещам, как гипноз, там, медитации? Где, может быть, какой-то получил положительный опыт или
то, что повлияло на какие-то твои решения в жизни, что ты вышел на свою дорогу, скажем так, и уже тебя ничего не остановит, даже если это будет неудачный какой-то опыт, если такой, ты будешь знать, что это был твой выбор. То есть как приобрести уверенность в том, что ты делаешь в жизни? Ну, я фанат вообще всех этих дел. Да, Самопознание, да? Самопознание, да, я начинал каждый раз для меня вот что-то новое. Вот узнал про гипноз лет там 5 назад, и все, глаза загорелись. Вау, думал, это самое крутое, что можно делать в жизни, это гипноз. Сделали там прошли эти курсы, друг друга гипнотизировали, там всякие блоки снимали друг у друга, я у жены, она у меня. И думали, вау, это это самый верх того, что можно достичь. И после мы узнали про Джо Диспенза, мы были на его семинарах, с ним плавали там по Европе. Думали, вау, это еще круче, чем гипноз, то все, короче, мы уже все узнали, все поняли, как это работает. Потом попробовали, после Джо Диспенза уже делали его медитации, до сих пор делаем, кстати, очень крутые темы. Гипноз тоже классно, начали практиковать разные медицины, ездили и потом вошли в эту тему. Были в Перу, вот на обрядах традиционной перуанской медицины, как на английском говорится, middle of nowhere. Проходишь там 1,5 часа с мачете в джунглях, там стоит где-то посередине пирамида, шаман, и вот 3 дня там проходишь ритуалы, понимаешь какие-то вещи, которые думал, что не существуют. И вот я увлекся вот этим направлением тоже. Вместе с женой вылечили несколько физических болезней, ментальных болезней, то есть избавились от определенных ментальных блоков. То есть тоже вот как новый уровень такой выходит. То есть на данном этапе я реально не знаю, что следующее, потому что каждый раз, что я открывал для себя какой-то вид деятельности, spiritual сферы, я думал, что это уже все, что это потолок, что дальше просто не бывает. Но чем глубже, чем больше времени проходит, и какой-то новый этап проходит, был этап гипноза, потом был этап медитации Джо Диспенза, потом был этап последней медицины. Сейчас я, наверное, в том положении нахожусь, что мне уже ничего не надо. Медитации, да, то есть чисто для поддержания внутреннего состояния, для того, чтобы проработать какие-то опять свои старые или новые комплексы, которые, в принципе, они могут образоваться просто. Вот вчера не было, сегодня появилось. И я очень сильно слежу сейчас за своим ментальным здоровьем. Что я имею в виду? Если что-то меня раздражает, то есть я это не игнорирую. Я обращаю на это внимание, это прорабатываю и делаю все для того, чтобы это больше не было в моей жизни. А в смысле раздражает? То есть есть, допустим, что-то в жизни, что вызывает определенные эмоции, или просто внутри Именно у тебя эмоции. происходит какая-то реакция? Нужно следить за своими эмоциями, и если что-то в жизни раздражает, этого не должно быть. А как имеется в виду избавиться от этого? Очень много способов. Опять же, можно путем медитации, можно путем проработок определенных. Но ты имеешь в виду поменять отношение к этому? Нет, или физически. Уйти физически от какого-то я не верю раздражающего сегмента взаимодействия? Я не верю, что можно... Пример. Дай пример, чтобы было понятно. Сложно сказать. Но любой какой-то элементарный. Я начну, наверное, немножко с другого угла. Наше сознание... Скорость оборота восприятия информации нашего сознания 40 бит в секунду. Скорость оборота восприятия и действия нашего подсознания минимум 400 миллионов бит в секунду. Что это значит? Что нам не нужно думать о том, чтобы пускать кровь по венам, о том, чтобы перерабатывать пищу. И наши эмоции и наши восприятия, они находятся на автопилоте. Мы физически не можем их контролировать. И когда, допустим, есть что-то в этом мире, что вызывает в нас негативные эмоции,
это значит, что в нашем компьютере вот эти 400 миллионов бит в секунду что-то неисправно. И нужно заметить, нужно осознать, что вот это меня раздражает. Вот конкретика. Бабка наорала в супермаркете, и ты взбесился, и тебе это весь день испортило. Так, хорошо. Осознал, понял. Допустим, зашел, возьмем одну из систем проработок. Вошел в гипноз, нашел осознание, откуда вообще ноги вот этого стресса идут. То есть это не, бабка была просто триггер. Она не была создателем всей этой ситуации. А ситуация может быть, что в возрасте 5 лет там какая-нибудь собака выскочила из-под угла и сильно напугала ребенка. Подсознание это записало как инграмму. И вот эта бабка, она затриггерила эту инграмму. То есть заходится в этот момент, то есть человек в этом состоянии там, медитации, гипноза там, или под медициной находится в этом состоянии этого ребенка 5-летнего, его эмоции полностью проживаются и отключаются. То есть больше эта ситуация не может воздействовать на нашу жизнь. Соответственно, в следующий раз, через неделю, когда вот было такое перепрограммирование подсознания, тот же человек, пусть будет я, зайду в этот же магазин, и другая бабка уже на меня наорет, я посмотрю, и на меня это никак не воздействует. То есть не будет никакого обратного эмоционального эффекта. Мне этот день не испортит. То есть много примеров могу привести. Прыжки с парашютом, допустим. Есть люди, панически боятся высоты. С чего это? Они, как вот их 40 бит, они не боятся высоты. Они, может быть, не хотят бояться высоты, но они смотрят так со здания пятиэтажного, их начинают колбасить, трясти. Это подсознание записано, что там страшно, ты там можешь умереть. Почему? Потому что какое-то происшествие, может быть, фильм человек посмотрел, может быть, с ним что-то произошло, может быть, его толкнули в яму. Может быть, многие могут со мной поспорить, но может быть, что корни идут в предыдущей жизни. Я лично в это верю, но многие скажут нет, окей. Что может быть что-то в предыдущей жизни произошло такое, что вот в этой жизни человек боится высоты. И опять же, путем медицины, путем гипноза, путем медитации раскапывается вот этот как original event, как оригинальные происшествия. События, да. Отключаются эмоции от самого происшествия, и человек как бы выходит, открывает глаза, и с этого момента он больше не боится там, высоты. Он может спокойно прыгать с парашютом, допустим, или может спокойно смотреть там со 100-этажного здания вниз, и его не будут подкашиваться коленки, потому что этой эмоции больше нет. Ну, то есть, как фобия превратится просто в обычное, как бы, инстинктивное состояние. Это самое простое. Да. Я привожу, я понимаю, как бы, самый... Для многих людей, они, может быть, страдают десятилетиями, какими-то определенными, вот тот же, там, боязнь летать в самолетах, есть такое. Да. И вот как раз Яна, моя жена, избавила одну нашу знакомую от этой фобии за одну сессию. То есть за 1,5 часа вот человек всю жизнь, там 26 там, лет, я не помню сколько, вот сколько она себя помнит, каждый раз ее там чуть ли не запихивали в самолет, когда ей надо было лететь, и давали там снотворное, успокоительное, и она вот так вот тряслась. 1,5 часа сессии, человек спокойно заходит в самолет, и ее мама говорит, что когда она с ней летала, она говорит, а я никогда не боялась летать. С чего вы вообще взяли? Как бы, да нет, летаю себе. Ну да, чуть-чуть там что-то было, когда-то там вообще не... То есть из-за того, что отключается вот эта эмоция, то вообще все прошлое, оно тоже как перепрограммируется. То есть человек даже не помнит этих страхов, которых он испытывал до того, как вот прошивку себе такую сделал, так сказать. Очень круто, да. Да. То есть получается, что инграммы, кстати, это понятие, по-моему, из антологии, да? То есть был какой-то у них
параграф, где им объясняли, что сначала, чтобы перейти вот на эти ступени, которые ты начинаешь в своем развитии, нужно избавляться сначала от своих вот этих фобий. Есть которые, это в 100% есть это и в этой религии тоже. Я к ней не отношусь. Мне нравится изучать разные как бы стратегии, разные учения. Я себя не хочу никуда как приписывать или привязывать. Хочу оставаться, так сказать, свободным духом. Да. Но 100% ты прав, в этой специфической религии там на этом есть акцент. Есть акцент, у них есть, насколько я сильно не углублялся, но насколько я знаю, у них есть прям целая стратегия, целая там пошаговая тема, как и что делать. Я согласен, и они просто это делают не из-за того, что это придумали, допустим, они, да, а просто само понятие инграмм это как вот просто существующая программа, которая вырабатывается нашим подсознанием просто для защиты. Даже это не подсознанием вырабатывается. Сам инграмм это же у нас есть рептильный мозг, да, который отвечает за безопасность. И он, скажем так, не такой умный, как интеллект, правильно? Интеллектуальная часть нашего мозга. И он, если просто вот элементарно какая-то случается в жизни, особенно в детстве, когда мы очень восприимчивы, случается какое-то событие, вот этот рептильный мозг записывает абсолютно все, что происходило в этот момент. Даже если человек, там, допустим, его там сбил велосипед, он будет помнить звук сирены от машины, да, если она сигналила. Он будет даже помнить, что сказала женщина, которая подошла к нему и сказала какую-то фразу, и вот на этой фразе будет триггеровать даже боль потом, которую он испытал в тот момент. То есть настолько точно записывается информация, что она становится вот как это, ну как блок, как мешает человеку дальше принимать какие-то решения или иметь какие-то предубеждения, да. Может быть, это связано даже с потерей денег там в жизни, да, когда ты сильно много потерял, и тебе кажется, что вообще бизнес это очень рискованный момент, я больше никогда им не буду заниматься. И люди же это произносят, и они не понимают, что это просто в их голове такое. Да. И чтобы поменять эту стратегию в жизни, нужно пережить это состояние несколько раз, до тех пор, пока ты к нему не аннулируешь свое восприятие. То есть я так понимаю, что многие, не знаю, хиллеры или как они правильно называются, то есть люди, которые вот работают с этими инграммами, они постоянно тебя возвращают циклично в эту ситуацию до тех пор, пока у тебя эта ситуация не примерится, как будто переоценка должна произойти. И тогда в голове психически и даже на ментальном уровне начнет все меняться. То есть внешняя сторона мира начнет тебе давать те вещи, которых ты боялся, но твое отношение позволит из этого выйти на какой-то более серьезный успех. Да? То есть если это было связано с потерей денег, и ты опять пошел на бизнес, но у тебя отработана инграмма, то, скорее всего, из-за того, что нет у тебя предубеждения о том, что ты потерпишь крах, ты сможешь сделать намного больше успеха, не основываясь на своих прежних предубеждениях. То есть так выводятся эти инграммы. Это может быть и с поездками в лифте, там, знаешь, все что угодно. Вот. Но это реально работает. Я знаю людей, которые это вычистили из себя. Вот. А ты работал с своими инграммами? Конечно. До сих пор работаю. Это огромное, колоссальное количество работы на самом деле. То есть это не вычищается там за 10 сессий. А инграмм огромное количество. И опять же, сейчас я уже до такого уровня дошел, что я их выслеживаю, потому что я их не знаю, какие инграммы у меня есть на данном этапе. Но я слежу за своими эмоциями. И вот я приводил пример с бабкой, которая наорала в магазине. Да. То есть на данном этапе меня это не заденет. Но если бы меня это задело, я бы, круто, задело, понял. Открываю там дневник, записываю, бабка наорала, вот такие эмоции я испытывал, нужно это, вычеркнуть. Значит, надо проработать. И ставлю себе определенную цель, либо там, опять же, моментов, как можно это исправить, их много. То есть можно с помощью гипноза, это шикарная тема, как можно убрать эти инграммы, с помощью медицины, но это, опять же, такая тонкая очень грань. Почему? Потому что
это нужно убирать профессионально, потому что можно навредить. Вот как, допустим, неграмотный гипнотизер, не знающий, он может навредить человеку. Почему? Потому что он засунет его в эту инграмму 5-летнего мальчика, грубо говоря, и его там оставит. То есть он ему, если без правильных техник, он не уберет, не отсоединит ему эти эмоции, а усилит. То есть от этого 5-летнего мальчика вытащит и приумножит в подсознании. И человек боялся высоты, он сейчас 3 раза больше боится высоты, потому что этот мальчик, он был где-то там глубоко зарыт, Да. а сейчас он вот прямо здесь сидит и в ухо дышит, так сказать. Поэтому здесь нужно быть тоже очень осторожным вообще со всеми этими действиями. Нужно знать, что ты делаешь, нужно обращаться к профессионалам, к людей, которых кто-то рекомендует, допустим, на протяжении какого-то периода времени. Поэтому да, но все, что ты сказал, так и есть. И единственное, что могу добавить, вот до 7 лет у ребенка нету критического фактора. Не критический фактор, неправильно выразился. Да, критический фактор. Что это значит? Вот если я тебе сейчас расскажу, что вон там за стеной стоит розовый слон, ты скажешь, что я дебил, потому что понимаешь, что вряд ли там сейчас стоит розовый слон. Да. Почему? Вот я своими 40 битами пытаюсь какую-то информацию поставить в твою голову. И у тебя стоит, то есть твои 40 бит воспринимают мою информацию, и стоит критический фактор, который, в принципе, решает, пропустить эту информацию вовнутрь или нет. Так как тебе больше, чем 7 лет, и ты уже плюс-минус понимаешь реальность, то ты эту информацию блокируешь. Соответственно, она не входит в твое подсознание, она никак не воздействует на твой мозг. То, что делает, допустим, там, телевизионная пропаганда, или то, что делают всякие разные там мошенники, они путем манипуляции открывают вот этот критический фактор и засовывают туда свою информацию, которая не является действительной. И дети до 7 лет, у них нет этого критического фактора. То есть, если я ребенку, там, дочке своей расскажу, что там стоит там розовый пони, единорог, у нее будут вот такие глаза, она побежит его искать. Это сразу зайдет в ее голову, потому что у нее нет, еще не сформировалась вот эта корка, которая может оценивать саму ситуацию, да. Но, к сожалению, сейчас люди научились манипулировать, есть определенные техники, не буду вдаваться в подробности, как можно обойти и у взрослого человека этот критический фактор. И, к сожалению, телевидение и вот рекламщики разные этим очень сильно активно пользуются. И будучи человеком, который все это изучал, я иногда смотрю на это и просто вижу вот открытую просто технику зомбирования. Да. Потому что это же как вот эти техники гипноза, техники медицины, ими можно уничтожить кого-то или можно вылечить. Это же как огонь, можно же кого-то сжечь, а можно себе еду приготовить. Поэтому вот нужно быть осторожным. Ну а как ты вообще относишься вот к такому сейчас на сегодняшний день порабощению мира, что люди начинают пребывать в каком-то хаосе, и многие даже сейчас более конкретно начали изучать свой внутренний мир и вообще зачем они здесь, потому что те вещи, к которым они привыкли, строили, начинают разрушаться на пустом месте, вот, из-за внешнего фактора, и люди сейчас пытаются найти себя и вообще понять, вообще в чем смысл вообще всего. Вот. А как ты можешь оценить это все, вот, может быть, даже не с физической точки зрения, а более такой ментальной, то есть что сейчас происходит в мире? На самом деле, я не понимаю, вот реально не понимаю, что происходит. Для меня это реально дико смотреть, как люди саморазрушаются, они не хотят слышать правды, они не хотят как-то какие-то источники менять, анализировать. менять свое
как свое восприятие или свое отношение, потому что вот я не помню, чья это фраза, но кто-то, вот, один из умных людей сказал, что только когда не меняет свое мнение. И вот проблема в том, что я вижу, что есть очень много дураков. Они во что-то верят, и они не хотят менять свою точку зрения. Абсолютно неважно, какие бы факты ты бы им не предоставил. И вот это на самом деле, что меня пугает немножко вот в нашем мире на данном этапе. Я не знаю, кого больше. По внешнему, вот чисто взгляду, по-моему, больше тех, кто не хочет меняться. А причина, когда вот такое большое количество людей не хотят меняться, они формируют вокруг себя определенные вибрации. И эти вибрации, они воздействуют не только на них, они как бы задают тон всей планете. И поэтому, мне кажется, планета их трясет так сильно, чтобы они все-таки как-то очухались и начали смотреть по сторонам. Сработает это, не сработает, я затрудняюсь ответить. Я даже смотрел интересный фильм. Один очень известный такой, скажем, исследователь вообще понятия симуляции, в принципе, про что мы на канале говорим, измерил, даже не измерил, а просто привел такой факт, что все циклично в этом мире. И есть маленькие циклы, да, то есть маленькие круги вращения наших каких-то энергетических изменений и ситуаций в жизни. Вот. И есть большие круги, да, то есть на 70 лет, там, на 80, на 100 лет. Вот. И где-то они замыкаются до 100 лет, как бы все события, которые могут происходить за один период. Может, это даже связано и со средним как бы возрастом прожития одной жизни, да, то есть человек в среднем живет до 100 лет, да, там до 70, 70, давай скажем, 70 лет, да. Вот, и за это время человек может прожить комплекс событий, которые, я так приблизительно говорю, средние. И вот сейчас идет именно следующее обновление цикла, вот этот 80-летний, получается, когда происходят войны, когда происходят очень, очень резкие и негативные такие вот волнения в обществе. Вот. И мы сейчас просто замкнули этот цикл, и они происходят, скорее всего, для того, чтобы мы менялись по ходу времени. То есть те люди, которые жили, допустим, в начале Второй мировой войны, да, это были одни люди, сейчас события начинают набирать обороты, повторяться, но мы уже другие люди, и мы учимся, да, тому, чему мы должны прийти в будущем. Как ты думаешь, может быть, это действительно просто такой вот сейчас урок кармический для всех, чтобы люди выбрали какой-то свой путь, переоценили свои, как сказать, ценности, и сейчас даже идет еще какой-то 1000-й оборот цикла, когда наступает новая эра, и эра, скажем так, высших вибраций и высшего сознания, и те, кто не смогут в него пройти, как говорится, пшеница от плевел сейчас будет отделяться. И вот сейчас это происходит, на самом деле, люди действительно начинают теряться, сходить с ума и не могут сделать правильные решения. Вот. И вот, может быть, здесь сейчас мы находимся в данный момент для того, чтобы все переоценить и выйти вот в это высшее сознание, познакомиться с ним, скажем так, с высшим вот этим вот нашим создателем, в зависимости от того, во что вы верите, вы можете называть это как угодно. Но смысл в том, что сейчас нас выводят на такой ультиматум, да? Либо ты врубаешься, что происходит, либо ты там, либо ты уже уходишь, как говорится, в темную сторону всего происходящего. Как ты считаешь? Это очень интересная теория. Я на самом деле никогда туда сильно не углублялся, потому что хочу сначала себя, так сказать, до конца выправить, изучить, потому что я думаю, что я до туда еще не дошел. Вот мне хочется сначала вот как в себе до конца разобраться, себя, так сказать, свои циклы вот эти все поставить на хорошее русло. А дальше, я думаю, что Вселенная откроет мне вот какую-то информацию, вот, наверное, из этой сферы. Я думаю, что я еще не там.
наверняка это, я уверен, что это какой-то уровень, но я еще лично, я не дошел до этого уровня для того, чтобы больше погружаться в секреты мироздания и вот все эти циклы. Я почти уверен, что так оно и есть. Наверняка, что есть какие-то системы, которые именно вот крутят вот эту матрицу для того, чтобы у людей была возможность и была определенная, ну, возможность, да, выйти на этот уровень, или их просто центрофугой скинет с рельсов. Да. Но для меня еще вот опять же, говорю, когда я выйду на такой прям супер крутой уровень, что прям вообще ничего никогда меня не сможет там задеть или подцепить или что-либо, наверняка тогда для меня откроется истина вот того, что происходит дальше, так сказать. Вот как первый круг это как вот ты сам, там второй круг это семья, третий круг это там город, где ты живешь, четвертый это там природа и там твое какое-то комьюнити, и вот так дальше. Вот я надеюсь, что один день я буду на таком эмоциональном осознании, что я буду думать, а как там все остальное, Да. а как там вот вселенское вот это создание мироздания. И вот где я нахожусь, для того, что мне сделать для того, чтобы, так сказать, сделать этот мир или вселенную круче и лучше. Сейчас я могу об этом подумать, но так как у меня нету четкого знания, что именно там происходит, я подчеркну, не веры, а знания, потому что для меня вера и знание — это две полностью противоположные вещи. Если кто-то говорит «я верю», для меня это то же самое, что «я не знаю». Кто-то говорит, что «я знаю», вот это и есть истинное как сокровище. Это знание, а не вера. И вот когда я дойду до определенного знания в вселенских масштабов того, что происходит и какая моя роль во всей этой системе для того, чтобы как-то повлиять на всеобщее благосостояние, наверное, будет круто. Я думаю, что я дойду до этого. Опять же, просто я еще не там, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Да. Сейчас параллельно с этими всеми событиями в наш мир входит виртуальная часть существования, метавселенная, искусственный интеллект. И порабощение идет такое конкретное, я скажу. То есть некоторые вещи, которые раньше люди могли делать в сферах там, юридических услуг, там, может быть, даже композиторы какие-то, ну, скажем так, не композиторы, а люди, которые могут аранжировку делать, допустим, музыки, или, допустим, копирайтеры, да, то есть те, которые составляют тексты и так далее. Сейчас это все может заменить искусственный интеллект, и люди остаются без работы автоматически. Вот, то есть, и как ты вообще относишься вот к позиции того, как вот интеллект будет сейчас упрощать нашу жизнь, усложнять кому-то другим возможность найти работу, существовать, и является ли это вообще положительным, скажем, сигналом для развития человечества? Нужна ли нам вообще история с искусственным интеллектом? Я на самом деле считаю, что это волшебный пендель для всех лентяев. И я думаю, что да, надо туда идти. Это очень такая, конечно, немножко страшная тема. И почему она страшная? Потому что те, кто создают этот искусственный интеллект, они сами его не понимают до конца. И, допустим, если это какой-то человек или группа людей с высокой этикой создают этот интеллект, вбивая ему какие-то определенные параметры, этические параметры, то тогда этот интеллект, возможно, будет более продуктивный и полезный для нашей планеты. Но если какие-нибудь маньяки, диктаторы создают этот интеллект, вбивая ему другие данные,
то вполне возможно это очень, очень негативно отразится на нашей планете. И почему я говорю волшебный пендель? Потому что люди, как бы это выталкивает людей на данном этапе из зоны комфорта. Вот ты был копирайтером 20 лет, сидел там себе за компьютером, делал свои копирайты. А сейчас, потерял 80% своих клиентов, потому что они через чат GPT делают ту же работу. И либо ты, вот как ты говоришь, упадешь в депрессию, пойдешь плакать, как все ужасно, либо ты подумаешь, блин, а мне что делать в этой ситуации? А может вот это я сделаю, может я книжку напишу про копию, а может миллион на самом деле есть решений для конкретного этого человека, как ему преуспеть и что делать ему по-другому, как ему можно преуспеть. И я считаю, что это только открывает вот именно эта часть, вот то, что люди теряют работу, это открывает много возможностей для тех людей, которые эту работу теряют. У меня есть один знакомый в Силиконовой долине, программист такого высокого уровня. Он мне сказал, что в следующие 5 лет искусственный интеллект сделает больше изменений в нашей повседневной жизни, чем сделало электричество. То есть даже не открытие интернета, а открытие и изобретение электричества. То есть shift будет настолько глобальный, настолько бесповоротный, что поменяет этот мир полностью. То есть все, что мы сейчас видим, то есть всего этого как бы в скором времени не будет. И, наверное, это позитивные какие-то будут решения. Я не думаю, что что-то будет сильно негативно, так как, опять же, то, что я не могу объяснить, это вот то, что люди сами до конца не понимают, как это работает. И вот негативная тема в том, что вот какие-то маньяки могут создавать этот интеллект, программируя его на определенные функции. Вот это единственный минус. А так, наверное, только позитив. А как ты думаешь, вообще вот все в мире, оно относительно на самом деле? То есть вот заходит интеллект, многие люди начинают стрессовать из-за этого, но может быть все это идет по какому-то глобальному плану, что вот, ребята, вам некуда деваться, вам нужно думать, и как бы везде присутствует забота о каждом. То есть как ты думаешь вообще понятие вот мироздания, что это правильный, это продуманный, это, скажем так, предсказанный план нашего развития? 100% что да, как я это вижу. Потому что даже если сейчас нас закинуть в какой-нибудь каменный век, то через те же, там, не знаю, 30-40 тысяч лет мы все равно дойдем до точки, где будет искусственный интеллект. Что будет дальше, мы увидим. Может быть, это конец цикла, и после него начнется еще один цикл, и начнется еще какая-нибудь виртуальная реальность внутри виртуальной реальности. Вполне возможно. Но то, что это должно произойти, хотим мы этого, не хотим, мы можем бороться против этого, но искусственный интеллект, он все равно произойдет. Слишком много людей об этом знает, и слишком все к этому ведет. Поэтому это произойдет. А вот, кстати, тема есть такая, что вот все, что к нам приходит в голову, вот эти идеи, развитие, даже когда я общался вот с Мишей Радугой, который занимается осознанными сновидениями, он рассказывал о том, что есть вот это единое информационное поле, и все, что мы придумаем, это не является нашим, как говорится, упакованным файлом, а является уже готовым продуктом, который мы распаковываем сами. То есть мы можем на своих, скажем так, мозговых волнах ловить какие-то определенные вещи, которые касаются нашей деятельности или наших навыков, как бы прям видеть их как готовый какой-то продукт. Если это музыка, то ты слышишь прям ноты, слышишь прям финальную версию, так как она должна звучать. И как бы
здесь зависит от того, насколько мы активны, насколько мы создали вокруг себя такую команду, которая может реализовать это все. То есть есть люди, которым одновременно приходит одна и та же идея, но у некоторых уже отработана реализация, то есть есть команда, и они могут быстро запускать проект за проектом, да, как вот Илон Маск. А есть люди тоже там в деревне сидят, у которых вообще как бы ничего не происходит, но им может тоже какая-то гениальная идея прийти, но они ничего не могут с ней делать. То есть как будто вот летает вокруг одна и та же информация, вот кто ее пикапнет и реализует, тот в принципе будет и на коне. Но вопрос в том, что существует ли вот это вот единое информационное поле, где все уже файлы запакованы? Уверен, что существует. 100% все уже было написано. И мы на самом деле, вот как правильно сказал, ничего не придумываем, мы просто как скачиваем вот эту инфу, и кто-то ее реализует, а кто-то просто думает, о, хорошая идея или нехорошая идея, и как продолжается дальше. У меня может быть за день по 10 идей каких-нибудь глобальных, каких-то дурацких, но они все равно есть. И я понимаю, что это не мои идеи, что это просто они где-то там витают, что они вот-вот произойдут, что они там выйдут. И я с этим, я прям в этой сфере полностью поддерживаю вот эту теорию. Я думаю, что так есть. И самое крутое, наверное, подтверждение этой теории — это Никола Тесла, который никогда не брал на себя, он никогда не говорил, что он что-то придумал. Он всегда говорил, что ему эта информация пришла из космоса, и он ее просто записал. То есть он не говорил, это я придумал, вот я такому нет. А те вещи, что он написал, многие ученые до сегодняшнего дня говорят, что невозможно такое придумать. То есть, раз он это говорит, значит, наверное, есть в этом. Да. А как вот дай-ка рекомендацию вот зрителям, которые смотрят сейчас наш канал, как вот если не приходит вообще или очень слабо приходит, как вот развить этот канал, чтобы информация приходила нужно и вовремя? Как вот ты считаешь, какие лучше делать? Это очень, на самом деле, просто в плане того, что есть определенная система. Сначала нужно чистить себя. То есть, если в машине, там, в голове сидит 8 человек, ты 9-го туда не засунешь. То есть сначала нужно очиститься, сначала нужно убрать, вот как, опять же, эти же инграммы, которые как камни сидят и не дают человеку как свободный доступ для того, чтобы он мог скачивать эти идеи, так как человек зациклен на тех инграммах, которые ему с утра до вечера говорят, что делать или что чувствовать, или вот все эти негативные эмоции, они же все это блокируют, весь этот поток. Можно легко отследить позитивный человек, у которого все хорошо, который на высоких вибрациях, у него будет миллион идей, он может легко решить любую ситуацию, у него будет вот этот поток. А человек, который все время ворчит, который все время чем-то недоволен, вот то у него не так, то сломалось, то не идет. То есть у него нет времени и нету никаких свободных этих битов для того, чтобы запустить, вообще сделать запрос. Как он поймает какую-то идею, если он думает о том, как его сейчас подрезали на дороге. Или о том, что сейчас кто на него там что наорал, или как кто что ему сделал. Ну, то есть вот Да. это чисто тормозы всех этих вещей. От них нужно первое, что нужно сделать, это избавиться от этого, а потом, соответственно, уже брать вот эти все идеи, и все будет нормально. Супер, да. Да. Ну и последний, наверное, момент, который я бы хотел обсудить. Вот даже я сейчас сижу, смотрю на то, как ты имеешь на теле там различные какие-то символы, да, какие-то. На шее у тебя какой-то интересный Это символ. бриллиант. Да. Мне подарил его очень близкий мне человек. Это мой шаман Амар. Очень крутой шаман, наверное, один из самых крутых. Живет в Америке, во Флориде. Это тоже ручная работа, змея, тоже он мне подарил. Мне эти вещи очень важны, очень дают мне энергию, дают мне защиту, да? Я не думаю защиту, наверное, я сам себя защищаю больше. Ну, они больше как
дают мне Триггеры? триггеры, да, Да. эти anchors. Якоря. Мгм. Да. Да. То есть, вот если какие-то есть моменты, да, у людей персональные, да, допустим, чтобы что-то вспоминать или вести как бы Да. какой-то определенный мыслевой цикл, да, чтобы там связано было с развитием или чтобы не забывать о том, кто ты есть или там к чему ты идешь, то есть смысл, да, какие-то искать символы, да, то есть кольца, что-то на руку, на шею, 100%, да. что будет триггеровать тебя либо к защите, Да. либо к стремлению к чему-то. Они абсолютно не обязательны, то есть мы сами можем себя защитить, и это главное такая, то есть нам ничего не нужно, никакие амулеты, нам вот это все, я в это не верю и никому не советую. Мы сами, самая крутая для себя защита. Да. Если мы это знаем, не верим, если мы в это верим, ничего не произойдет. Если мы это знаем, то тогда так оно и есть. Это чисто как напоминание, как ощущений или той ситуации, в которой там находились эти вещи, там, они могут просто давать оживлять какие-то эмоции позитивные. Да, но физического эффекта у них нет. Физического эффекта Да, нет. правильно, да. Я помню, даже один тоже блогер рассказывал, что он путешествовал в разных странах и приходил все время к богатым людям для того, чтобы по своим делам там какие-то сделки заключать, общаться. Вот, он говорил, я вот был во многих домах в разных странах у людей, и вот у всех богатых у них нету никакого фэншуя дома, в плане того, что у них там жабки с золотыми монетками или еще что-то, такие вот мелкие вещи. Он говорит, никто не триггируется этим, и в основном те, кто ставит у себя дома эти штуки, в основном и не имеют денег. То есть они пытаются скинуть как будто ответственность за свои действия. Да, что-то у меня жаба не работает. Надо, наверное, еще одну поставить. Нужно, не пытаться триггеровать или сбрасывать ответственность на какие-то важные вещи, на какие-то мелкие 100%. заколдованные, заговоренные предметы интерьера. Все должно быть внутри, и все должно быть с уверенностью преподнесено в этом мире, как такой человек. Я говорю про каждого из нас, который в себе уверен, который знает, куда он идет, потому что с такими людьми даже приятно иметь дело, общение и проводить просто свободное время. Правильно? 100%. Да. Спасибо, Жень, было очень интересно сегодня пообщаться. Тебе спасибо, всегда рад тебя видеть. Давай. Желаю, чтобы у тебя все получалось, и только вперед, к высшим вибрациям, к высшему источнику, да.